Сейчас я приведу вам один просто шаблоноразрывающий пример того, как религиозное сознание отрицает явные факты, маскируя это отрицание под духовную чувствительность и стойкую веру. Сравнительно недавно скончалась одна женщина, которая когда-то много шуму наделала своими свидетельствами о жизни после смерти, и особенно тем, что заявила о таком близком пришествии Христа, что буквально ограничила это событие определенным временным промежутком, что не очень-то согласовывается со словами Христа «Не ваше время знать времена и сроки», а именно, что Христос ей пообещал, что она не умрет до того, как Он вернется на эту землю. И в чем вы считаете ваше основное послание от Бога вот после увиденного в аду? Когда Господь отправлял меня на землю, Он сказал: вернись и скажи людям, что время приблизилось. Время приблизилось. Плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. Вот даже так. Да, То есть, буквально говоря, вы физически не умрете до да, пришествия Иисуса Христа на землю. да, Но это очень смелое заявление. да. Но так сказал Господь, а не я. Я бы не решилась этого произнести. То есть, если еще более остро сказать, если вдруг вы умрете до пришествия Господня, мы можем не верить вашему свидетельству. Да. Получается так? И вот тут случается это. Татьяна Белоус умирает. Я вовсе не собираюсь сейчас иронизировать по поводу несбывшегося пророчества. Меня безмерно поразило другое. Вскоре после ее смерти вышло видео одной ее близкой знакомой, которая высказывает свою версию того, почему пророчество не исполнилось. А именно, первое. Татьяна могла неверно понять слова Господа. Мол, может, он не совсем то имел в виду. Хотя я не знаю, как можно по-другому понять слова. Плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. И второе. Бог суверенен и может решить исполнять пророчество, когда посчитает нужным, а не тогда, когда он сказал. Тем более, что Татьяна перед смертью болела и сама просила забрать ее пораньше. У меня лично тут напрашивается мысль, что человек, сказавший такое, понял, что, мягко говоря, погорячился и желал как-то подстраховаться, чтобы не прослыть лжесвидетелем. Поэтому идея просить смерти раньше, чем Бог для нее запланировал, это самый хороший вариант в данном случае. Но такая мысль напрашивается далеко не всем верующим. Подавляющее большинство комментариев под видео восторженно положительные. Приведенные здесь это далеко не все. Вот не хочу говорить ничего грубого, но кроме поговорки про глаза и росу ничего не вспоминается. Это как при задержании. Все, что вы скажете, может быть обращено против вас, так и тут. Как бы факты ни говорили обратное, человек все истолкует в пользу своих убеждений. И спешу обратиться к тем верующим, кто считает Татьяну Белоус лжесвидетельницей и фейспалмит на все эти одобрительные комменты. Ведь вы ничем особо от этих людей не отличаетесь. Вы не менее туго зажмуриваете глаза на любые несостыковки реальности с вашим мировоззрением, с тем, во что вы верите. Вы делаете это несознательно. Ваш мозг подгоняет вам стройное объяснение всех событий и явлений в рамках именно вашего понимания Бога и Его действия в вашей жизни. Вы, не задумываясь, внимаете всем отработанным веками парадигмам, которые выдают вам религиозные лидеры, толкователи или сами священные писания, на случай, если ваши молитвы остаются без ответа. А именно, потерпи, у Бога свои сроки. Или ты недостаточно старался, недостаточно верил, или твои мотивы не совсем чисты. Или Богу лучше знать, может, просимое тебе и не нужно, а будет даже во вред. Это самые стандартные заготовки на случай неотвеченных молитв. И плох тот верующий, который заподозрит, что это никакая не духовная глубина, а попытка объяснить, почему молитвы не работают. И еще хуже тот, кто задумается над тем, что то, о чем он молился, может происходить само по себе.
или потому что он сам приложил определенные усилия. Дождь или нужный автобус пришли не по его молитве, а по стечению определенных обстоятельств. А от болезни он исцелился, потому что его организм имеет способность к самовосстановлению, или потому что он сам следовал указаниям врача. Но настоящий верующий уверен, что если молитва отвечена, это однозначно Бог. Если нет, это также Бог по своему всеведению решил поупражнять тебя в терпении. Ну и найдите в этом мышлении хоть одно отличие с логикой тех, кто непоколебимо верит, что Бог говорил с Татьяной Белоус. А то, что она умерла, а Иисуса все нет и нет, это Божья милость, долготерпение и еще кучу подобных духовных отмазок предложит вам хороший проповедник.